эти места я приезжаю в разные времена года, но в последнее время стала брать с собой видеокамеру. Все потому, что здесь живет тетя Люся, младшая сестра моей бабушки. Бабушку мне не пришлось снять на камеру, осталось только несколько фотографий. Но фото – это фото, а мне бы хотелось не останавливать, а продлить мгновение нашей жизни. В поселке Пряжа Людмила живет уже больше половины века. Живет одна, и многое приходится делать самой. А нашего поколения уже все на кладбище. Одни могилы. С кем вот я общалась. Так а что грустно-то, вон телевизор с утра всю ночь показывает. Конечно, когда есть кто-то в сарае, так и заботы есть. А теперь что? Я ей говорю, печку затоплю, чугун воды загрею. Ну, когда тряпки свои тут полосну. Да. Кухню подотру, да и пошла. В магазин сходишь, да и все, и работа. А в магазин чего? Вот раз в неделю схожу за хлебом, ну, все куплю. Обычно я хожу или в четверг, или в пятницу перед выходными. В своей семье тетя Люся была младшей. С детства она мечтала учиться в медучилище, но старший брат и сестра уехали из дома, а ее оставили жить с мамой. Валька сказала: нет, ты будешь с мамой и будешь в школу ходить. Ногами топала на сарае там. Маму что, одну оставишь? Я говорю: а что? Вы все разъехались, а я должна маму пойти караулить. Ну, приказ есть приказ. Сидела с мамой. После приказа Людмила дала себе зарок, что если только подвернется, она уедет. Так она попала в Карелию, где познакомилась с будущим мужем. И началось. Я, например, ругалась только тогда, когда пьяный приедет. Никакой работы, только сюда закладывают. Поэтому и ругаешься. Когда детка меня начала ревновать, у меня начался тройничный нерв, что я подбородок держала рукой. Так дотрясется. Я пропила месяц, не седуксен, а как это выписали мне психиатры покрепче. Утром таблетку и вечером таблетку. Я пропила месяц, и я стала такая равнодушная, потому что надоест это тумкать, когда сами глаза работы не видят. Он же мне сказал: на пенсию выйду, займусь домом. Фундамент поднимем. Ну и что, где фундамент? Он на кладбище, а фундамент какой был, такой остался. Несмотря на все трудности семейной жизни, тетя Люся воспитывала 2 дочек и не переставала мечтать о том, чтобы стать медработником, и мечта ее сбылась.
И вот когда объявили тут, что открывается в Пряже техникум при ЦРБ, ну и я поехала, документы сдала. И с 1 октября занятия начались. У нее очень доброе сердце и огромная большая душа. Она готова была всем помочь. Всем помочь. Даже тем людям, которым я даже возмущалась, что ты тут стараешься, ведь ничего не будет. Нет, это же надо помочь, потом что-то будет. Главное достижение ее жизни, конечно, это профессия, в первую очередь профессия, притом благородная профессия, дети, дочери, прекрасные девочки, Таня и Надя, обе образованные, прекрасные, ее уважают, и она все время тоже думала о них. Ну, работать я их не заставляла. Я все время говорила, что я за них отработала уже. Такого детства не было. Одна работа. Я их, своих детей, не заставляла работать. Они вот ни стирки, ни полов, ничего не знали. Дети выросли и разлетелись из родного дома. Работала, вышла на пенсию. В теплые времена года дом полон родственников, детей, внуков, правнуков, племянников. А зимой? Но зимой чего? Зимой вот какая работа? Вот снег убирать на улице. Чего еще? Прорубь открывать, ходить на озеро. Вязать можно, работа. А чего бояться смерти? Но ты ведь знаешь, в сознании это уже заложено, что это придет. Только у каждого свое время. Рано или поздно, но все равно надо идти туда. Откуда придет, туда и вернешься. И не плачь. Потому что так Богом создано уже заранее. Не захотели жить в раю? Живите каждый сам по себе. И каждый сам по себе гнездо строит свое. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворост воз. Откуда дровишки? Из леса вестимо. Отец, слышишь, рубит? А я отвожу. А что у отца-то большая семья? Семья-то большая. На 2 человека всего мужиков-то. Отец мой, да я. А вот зимой мы живем. Я на той улице одна.
там все дачники. Дачники уедут, и всю зиму никого. А тут тоже никого. Это соседка, в ней в больнице была, тетя Катя. И тут тоже никого. Там тетя Дуся умерла, и тоже она одна здесь. Ну вот, говорит, давай мы с тобой договоримся. Я говорю, о чем? Если она на себя сразу, если я, говорит, умру, так ты должна меня похоронить. Я говорю, ну, конечно, я буду присутствовать. Я же была у Ивана Петровича тоже на похоронах, да, и присутствовала, да, и была, и все делала, что надо. А при тебе тоже буду. А если, говорю, я умру раньше, я же старше, она говорит, ну, ладно, если ты умрешь старше, так у тебя Саша хоть что-то знает о похоронах. А я помру, никого не будет, дети-то, видишь, Таня в городе, Надя там тоже у себя, говорит, боюсь, чтобы не испортилась я в избе. Я говорю, да перестань, Господь с тобой. На ногах ходишь, и здоровая женщина, говорю, да я и не верила, что она болела. Она никогда не жаловалась. Весной тетю Люсю положили в больницу, в ту самую, где она работала медсестрой. Мы поехали к ней, но не успели. Но ведь все равно тут все останется. И памятники теперь какие ставят. А что толку-то? Пусть лучше он крест стоит, но лишь бы в душе люди вспоминали. От вас никакой обиды мне. Я вас всех прощаю. Все прощаю, что бы вы ни сделали.